Всем привет, дорогие друзья! В этом видео мы вам покажем самые красивые деревни Испании. Мы находимся в Пиренеях, это Аранское ущелье, Каталония. И мы вам покажем несколько деревень и расскажем, чем здесь занимаются люди, как они здесь живут. Это самые красивые деревни Испании. С утра мы решили подкрепиться чашечкой ароматного кофе с молоком и свежим круассаном. И купили даже багет. Да-да, несмотря на то, что мы в Испании, вкус этой выпечки явно намекал на соседство с Францией. Но не будем задерживаться. Впереди нас ждут самые живописные деревни Пиренеев. Сегодня мы покажем вам, как выглядит настоящая красота этих мест. Окунемся в атмосферу узких улочек, старинных домов и природы, от которой захватывает дух. Так что поехали! День только начинается. После завтрака и чашечки кофе мы решили отправиться в ближайшую деревню Битрен. Всего 1,5 километра пешком от Вьелье, и вот мы здесь. Население около 480 человек. Битрен – это типичная деревня в долине Аран, где время словно замедляется. Старинные каменные дома, уютные улочки и горные пейзажи создают атмосферу уюта и покоя. Здесь хочется остановиться и просто наслаждаться моментом. Посмотрите, на какую красивую площадь мы вышли. Я даже не знаю, вот это, наверное, отель. Центр деревни. Это центр деревни. Если вот обратить внимание, там уже гора. Здесь что-то такое интересное. Мы сейчас почитаем. Это Гранд-Шале. Отель 3 звездочки. Вот такой он красивый. Там, видите, со всякими этими зверюшками сверху, с колокольчиками на входе. В общем, ну так симпатичненько. Самое интересное, что вот ходишь по деревне, здесь вот есть вот эти вот дефибрилляторы. Даже здесь есть. Если кому-то плохо с сердцем, пожалуйста, тут даже показано, как все это должно функционировать. Ну, горы, давление может быть, кому-то что-то как-то, и все озеленено. Везде цветы, и вот какое-то старое красивое здание. Шикарные цветы украшают тут каждую, наверное, деревню. Везде все зелененькое. А мы вот подошли к церкви, в которой написано, что она в традиционном романском стиле сделана 13-14 век. И портада готика, то есть готический, да, стиль 14 века. Ну, такая она небольшая, красивая и старенькая, наверное, отреставрированная стоит здесь. На такой вот улочке рядом с библиотекой. И рядом с шикарными горами. Красиво. Вот так украшают почтовые ящички. И входная группа. Везде цветы. Вот такая старая церковь. Ну, видно, что она так ремонтировалась. Где-то старые камни, где-то поновее. Какой-то орнамент. Да. Ну, короче, как говорил нам гид, здесь в основном все там 12, 13, 14 век, да, романский стиль и где-то готика. Вход платный, ты говоришь, да? Ну, мы туда, наверное, не пойдем. Так вот, во всяком случае, могу показать. Это находится в деревеньке вот в этой. С такими старыми домами. Знаете, что помогает видео стать более заметным? Каждый ваш лайк, комментарий и подписка. Это не просто поддержка канала, это способ сделать контент доступным для большего числа людей. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите наш канал, подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий. Опять водичка. Ух ты! Она холодная. Да? Холодная водичка. Смотрите, какой чистый кран просто вот с протоком. Причем мы спрашивали в горах, вода не замерзает. Они говорят, ну она же все время движется, течет. Здесь нету минус 20 градусов, поэтому там 6, плюс 6, ну максимум, там я не знаю, какая температура. В горах минус 6, по-моему, вот так вот. Поэтому вода течет, нет, она не замерзает. Всегда вот можно, знаете, умыться, охладиться, попить. И Алексей нашел что-то такое интересное, а это у нас
У нас библиотечка, Корешки детские, как книги. Я вам сейчас покажу. делать. Корешки получают большой достоверность. Видите, вот всякие разные книги про королей. Какая-то еще. Здесь читать. То есть это обменная такая библиотека. То есть можно брать книги, брать, ставить свои, менять, возвращать. Буккроссинг, да. Вот английскими словами, наверное, многие уже знают. Поэтому я просто показываю. Но так как я работала в библиотеке, мне это очень близко. Можно посидеть, почитать. Вот Алексей тут пристроился. Есть скамеечка. Смотрите, это маленькая деревенька. Я не знаю, здесь домов, ну, не более, наверное, Сегодня до обеда как 50-60. Она рядом с Вельгией находится, с городом, в который 5000 жителей. И причем еще раз хочу сказать, что дома здесь не дешевые. Они 500, Хочу прочесть до обеда. 500, 600, 700 тысяч. И как бы тут достаточно, видимо, все хорошо с этим. Вот такие книги, ну, всегда возвращать надо, ставить на полочку и закрывать дверочку, даже там закрывать на замок, чтобы ветер как бы не навредил и не испортил книги. Можно здесь... Вот эта библиотека под открытым небом. Вообще для меня это мечта, это кайфушка. Читальный зал, где я заведовала, да, в библиотеке много лет. И вот это вот мечта. С видом вот туда, вот с шумом горной реки. Представляете, какая классность. С видом на горы. Сидите, читаете книгу. Очень красиво. Здесь мы где-то находимся, а здесь будет мосточек через реку и дорожка пешеходная для того, чтобы ходить, заниматься пешими прогулками, либо можно даже бегать по этой дорожке вдоль реки. То есть это вот где-то вот здесь. Вот она река. Туда спускается дорожка. Вот он мост. И по этому мосточку можно идти и гулять. Деревня Бетрен находится на высоте 1007 метров и может похвастаться тем, что у нее есть 2 церкви, которые также являются привлекательными туристическими объектами. Исторически жители Бетрен занимались скотоводством, лесным хозяйством, но с развитием туризма, особенно благодаря близости лыжного курорта Бакейра-Берет, экономическая активность смещается в сторону туристической индустрии. Многие жители теперь работают в сфере обслуживания туристов. Вот она дорога. Чтобы не упасть, здесь такие насечки. И дальше идет мост. По мосточку люди вот так переходили и шли вот туда можно. И можно вот туда, в сторону Велье. Мы спустились вниз и оказались у красивой горной реки. Вдоль этой реки мы продолжили наш маршрут, пройдя еще 1,5 километра до города Велья. Это прекрасная прогулка и настоящее наслаждение красивой природой. Вверх в горы также идут различные туристические маршруты. И по пути мы, кстати, встречали много людей, которые тоже предпочитают ходить пешком. Огромный стадион этой деревни. А проход, кстати, вот, наверное, есть выход. Дети играют, смотри, там мяч. Там можно подняться. Ну вот, скамеечки, чтобы отдыхать. Ну, представляете, вот дома, детская площадка, огромный стадион. Во, как местные жители живут. Вот они, Да, местные жители живут. Вот, пожалуйста, спортом можно заниматься. Интересно, очень красиво. Еще, поле почти полноразмерное. представляете, это в горах, в каких-то Пиренеях, кажется. Как здесь можно жить? Собака нас заметила. И речка так и бежит. Мы уже выходим. Место такое цивилизованное. Мы здесь проходили. Ну так классно сделано все. Очень классно. Еще раз покажу.
Все продумано, все для людей. Там вот мужчина ловил рыбу. Ну, рыбалка здесь регулируется. Ничего себе, то есть это мы можем так вот выходить и гулять по реке. Самый короткий путь. И если дальше так пройти, можно даже подняться по тропочке в гору, прогуляться. То есть для туризма здесь пешего, ну просто все создано. Очень чистенько, аккуратненько, все продумано для людей. Также, сейчас вы удивитесь, в этом Пуэбло, в Елье, есть бассейн. Вот даже открытый. Открытый, крытый. В общем, вот такие наши видосики. Там крытый огромный бассейн. Вот такое наше видео о населенных пунктах в Пиренеях. Ну а теперь мы направляемся в следующую деревню Арес, расположенную в живописном ущелье Аран в Пиренеях. Эта деревня находится на высоте 1224 метра над уровнем моря и является одной из самых высокогорных в долине. С населением всего около 61 человека по состоянию на 2022 год, Арес сохраняет атмосферу уединенности и традиционного горного поселения. Совсем горная деревенька, которая называется Арес. Тоже в ущелье Вальдаран. Но она такая маленькая. И везде есть источники воды. Ой, руки помыла. Холодная вода, горная. Вот такие стандартные пиренейские деревни из камушка. С такими крышами. И в окружении гор. А в горах шахты были, где работали люди. На тяжелым трудом занимались. Это у нас один еще населенный пункт, который называется Артис. И тоже нас встречает, видимо, какая-то церковь в римском стиле построенная. Тоже арки. Тоже она перестраивалась, вероятно. Наверное, 12-13 век. И вот она, кстати, называется Сан-Хуан де Артис Иглесия. И так здесь написано, что эта церковь была построена в начале 14 века. Готическая церковь в романском стиле. В 1988 году она была отреставрирована. Поэтому она сейчас так хорошо выглядит. Практически все Пуэбло здесь, все деревеньки, они вот имеют такие хорошо отреставрированные церкви. Вокруг тоже такие дома, красивые виды, горы и прочая инфраструктура. Здесь проходят автобусы, школьные автобусы ездят. В общем, инфраструктура в этих, можно сказать, деревнях достаточно хорошая. Все очень отреставрировано последние десятилетия, в хорошем состоянии. Много туристов приезжает из Франции. Большое внимание они уделяют пешему туризму, экскурсиям. Везде есть вот такие указатели. В каждом таком пуэбло, в каждой деревне есть вот такой водоем. Проточная вода, холодная, ледниковая. Она течет, ее можно пить.
Алексей, почему можно пить здесь, в Пиренеях, воду? Я уже говорил в одном ролике, потому что быстрая река и быстрое течение не дает образоваться бактериями, колонии сбиться. Поэтому их просто не образуется. Можно пить. Или охлаждать ручки-ножки, когда жарко летом. Архитектура какая в этих деревнях? Вот мы видим очень красивые дома, они все отделаны камнем. А раньше строили... Романский стиль, да, это 11-12 век. Ну, это церкви, да, может быть, какие-то. Но раньше... О, мотоцикл, осторожно. Я знаю, что раньше строили из камня толстые стены для того, чтобы сохранять зимой, соответственно, тепло, летом холод. А как спали ночью, мы обязательно покажем в этом ролике немножко позже. Вы можете пока внизу свои предположения написать, как отапливался дом и как спали люди. Крыши, я читала, делали из сланца, то есть из того материала, который находились, соответственно, в горах. То есть вы можете видеть в наших роликах различных, ну и в этом мы немножечко покажем. Деревни все украшены. Вот, например, этот красивый ресторанчик с душой украшен и имеет свой стиль. Однажды произошло наводнение, и многие деревни вышли, реки в деревнях вышли из берегов и затопили селевые потоки вместе с камнями. Так что все, здесь почти все восстановлено, но основные здания остались целы. А еще мы знаем, что здесь аранский язык, аранская кухня, есть аранская культура, да, это ущелье у нас Вальдаран, или аранское ущелье, смотрите, какие красивые цветы, горная река протекает практически по многим пуэбло, которые вот здесь вот в ущелье. А есть еще горные маленькие деревеньки, которые мы тоже посещаем. Там очень мало домов, но всегда есть какой-то музей, церковь, еще что-то. Все украшено, все классно. И много-много троп к горам, куда ходят туристы, и продвинутые, и просто пеший туризм, такие начинающие, которые просто ходят. И есть рафтинг, есть прогулка на лошадях, рыбалка, и что-то там еще. В общем, на велосипедах различные тропы. Ну, в Пиренеях всегда есть чем заняться. Есть замечательный Аран-парк, видео на нашем канале. И много-много интересного. Замечательный городок тоже, или деревня Саларду, Вьелья, где 5000 с лишним человек. В общем, много-много интересного. С июля-август, пик сезона здесь. Много туристов. Туристов из Франции приезжает, из самой Испании, из Бильбао, из Валенсии, из Астурии. Полюбоваться такими видами, позаниматься пешим туризмом. Название Артьес происходит из аранского языка и означает равнина между двумя реками. Артьес расположен в месте слияния рек Валартьес и Гарона и является одной из самых живописных деревень с богатым художественным наследием в муниципалитете Наут-Аран. Ходят такси, есть рестораны, отели, пиццерии, всякие прочие. Вот ресторан не один, бар не один, пиццерия не одна. При этом сколько жителей ты сказал? 485. 485. Ну и туристы приезжают. Всегда есть чем заняться, никогда не бывает скучно. Есть сыроварни, пивоварни, какие-то экскурсии. Аран-парк, это парк натуральный, ну как бы натура-парк, ну то есть парк животных. И рядом Франция, можно съездить во Францию, смотрите на нашем канале. Мы съездили в замечательный городок во Франции, Люшон, там тоже классно. Есть свои какие-то достопримечательности. Но мы ничего не популяризируем, да, Алексей? Абсолютно гуляем. Мы просто гуляем, показываем для общего развития, как живут в деревнях в Испании, в горах, в Пиренеях. Вот это Ла Каса Паулет, старый дом. Сейчас мы прочитаем, что же это за дом. Мы здесь прочитали, сейчас мы снова переместимся вот туда, посмотрим на те окна и расскажем вам, в чем смысл этих окон. Итак, переходим снова к окнам и будем внимательно их рассматривать. С правой стороны наклоненная фигура, которая обхватывает руками свои половые органы, а с левой стороны мы видим, что основная фигура окружена парящими лицами. То есть для нас сейчас, для смотрящих наоборот, с правой стороны и с левой я стороны. уже прочитал, как то есть надо. Все, давай, ладно. Давай заново. Нет, все нормально, продолжай, Алексей.
Вот, самое Очень интересное- интересная история. Самое интересное, что в те времена все дома украшали вот такими вот барельефами. Кто-то от злых духов, кто-то от еще чего-то. Вот эта фигура, допустим, олицетворение греха похоти, тоже, видим, каким-то образом. Но в любом случае, на протяжении веков дом Пауле пережил несколько разливов вот ближайшей реки, которая рядом с нами, там, Валартис, и практически не пострадал. И вот вообще внушительное это здание выделяется мощной конструкцией, каменными стенами, шиферной крышей. И кажется, что способно выдержать абсолютно все. Обращайте внимание, когда гуляете, это не только мусорка, но еще есть пакетик для собачек. Видишь? А, вот здесь, да, очень, кстати, важно для сохранения. На всех мусорках есть такие пакетики. Спасибо, что Обращайте сказал. Я внимание. не видела, но у меня нет собачки. Но я теперь буду знать. И про этот дом мы тоже будем знать, что он исторический. Значит, рассматривайте вот всегда окна. Это тоже очень интересно. Вот так он был разрушен, но не пострадал от наводнения. Все-таки он сохранился, и его держат в хорошем состоянии. Кстати, все можно прочитать на французском, каталанском, испанском, аранском, потому что тут аранское ущелье, и английском языках. Чем заниматься в деревнях в Пиренеях? Здесь все люди ходят, кто приезжает, занимаются спортом. Велосипеды. Это еще один вид занятий здесь, в Пиренеях. А есть прогулки на велосипедах, ну, в смысле, спортивные такие поездки на велосипедах в горах. Есть альпинизм. Кстати, вот где-то здесь проходит красная Вот она, прям тропа альпинистская. А есть просто обычные. Ну, и рафтинг, опять-таки, где-то есть рафтинг, где-то занимаются рыбалкой. То есть это то, чем можно заниматься в Пиренеях, в деревнях. Вот так живут люди. Конечно же, зарабатывают за счет туризма. Раньше это было сельское хозяйство, скотоводство. Потом в 19 веке открывались шахты. Одну из них мы посещали, смотрите, по ссылочке выходите. Шахт здесь много. И в 20 веке, в середине 20 века, ну, в основном все шахты были закрыты из-за нерентабельности. Во всяком случае, на той, в которой мы были, шахта Виктория, в 1954 году она была закрыта. Шахты открывали в основном, как я читала, французы, бельгийцы. Здесь добывали минералы, из которых добывали цинк. Сейчас, наверное, это больше туризм, все, что связано с туризмом. Возможно, сельское хозяйство, разводят скот, коров, лошадей, волов, овец, коз. Вот как-то так. установили бетонные. Здесь установили метки, чтобы определять уровень реки. А сверху в долине, вот там вот, откуда сошел сель, вот если ты приблизишь, то можно будет увидеть специальное защитное ограждение. Которое улавливает лавину снега. Ну что, а сейчас мы на краю деревни. В деревне все ездят на машинах. Машины у всех нормальные, автомобильчики. Стоянки есть. Автобусы тоже ходят там по центральной улице, которая соединяет разные пуэбло. Красивейшие горы. И, кстати, когда мы подъезжали, на горах там действительно пасется скот с колокольчиками. А вон видно прям. Да. Отсюда, вот, барак стоит. Ну вот, Вон тоже. деревушечка. А вода у них чистая, родниковая или там ледниковая. Кстати, не ограничивают. Вода Все всё время течет. Да, В ресторанах подают воду бесплатно. Да. Если вода не бутылированная, Это большой плюс. а в графинчиках вода бесплатная всегда. Это лайфхак, тоже имейте в виду. Можно просить воду, как они, из грифа, да? До грифа. Тогда у вас вода будет бесплатной в неограниченном количестве. Ну и многие ходят в горы просто вот в горы. Вот так вот. Отапливаются часто, наверное, ну сейчас и электричеством есть, вот где мы остановились, да, а вообще очень многие топят камины, топят печи дровами,
дрова у них также здесь есть. Ну а вообще цивилизация в полном объеме. Я не вижу... Я вижу газовых котлов. Вот здесь видно, вот на той улице выходили эти коаксиальная труба от газового котла. Ну и потом я не вижу никаких уличных туалетов, я не вижу ничего. Если есть уличные туалеты, как вот в Саларди, то это городской туалет нормальный, с унитазом, с водой, со всеми прелестями цивилизации. Убирают за своими... Смотри, опять движется, да? Дальше мы заходим в еще одну церковь этой деревни, церковь Санта-Мария-де-Артис. Она относится к памятникам второго романского периода и датируется XII веком. Взгляд притягивает высокий колокольный шпиль, а внутри сокровища, мебель 16-18 веков, романская каменная купель и традиционный деревянный хор. Но самое завораживающее – это ренессансные фрески второй половины XVI века. Они оживают на стенах, и кажется, будто сама история смотрит на нас. Как гласят источники, почему стоит посетить вот эту церковь? Мы зашли, сейчас вышли, там просто уникальные фрески. И источники говорят, что это ключевой памятник романской архитектуры Валь-д'Аран. Редкое сочетание архитектурного стиля и фресок гениальной сохранности. Внутри открываются шедевры позднеготической живописи в алтаре и росписях на потолке. Один из лучших примеров в Пиренеях. Вот. А еще знаете, что написано? У центральной башни видны руины старого замка. Скорее всего, это вот это. Как мы решили с Алексеем. Старого замка Артис, который добавляет исторический контекст прогулки вокруг церкви. То есть с исторической точки зрения можно зайти туда, полюбоваться фресками. Где-то было написано, что вход платный. У нас-то бесплатно. Никакие деньги не взимали за нас. И мы полюбовались действительно фресками красивыми в окружении вот этих гор, природы. Замечательный город. Приятно прогуляться как утром, так и вечером. Но сейчас народу мало, поэтому вообще просто шикарно. Время 8 часов. Ну вот такие вот шикарные виды. Город, все время город называют, деревня Артис. Вот так живут в деревнях в Пиренеях. В этом видео мы вам еще покажем несколько деревушек. Одна из них будет очень высоко. Смотрите, скоро вы увидите. В деревнях в Пиренеях многие еще работают в туризме с туристами. Они сопровождают на маршруте, а маршрутов здесь много. Вот, это Генералитат де Каталуния. И вот здесь вот мы находимся. Я так понимаю, что это все ущелье Валь-д'Аран, ну или Аран. И, соответственно, кстати, наш сопровождающий разговаривал на аранском языке, в том числе на каталонском, на аранском. Что-то знают французский язык. И здесь очень много троп. Желтый, зеленый, красный для продвинутых. Поэтому они работают еще и с туристами. То есть все в сопровождении. Это гиды. Это те, которые сопровождают в горы, которые вот работают здесь внизу, в информации, или там водители маршрута, которые подвозят как бы к плату, к подножию гор, откуда уже люди совершают восхождение. То есть каждый на свой уровень. Поэтому деревни, еще как живут здесь в деревнях, здесь активно работают с туристами, с активными туристами. Это вот это, а зимой это горные лыжи. Поэтому пейзажи вы сами можете увидеть, какие здесь достаточно красивые вот горы. А
А вот мы в деревушке Виламос, очаровательной жемчужине в долине Аран на высоте около 1250 метров. Здесь всего около 200 жителей, но каждый уголок дышит уютом и красотой. Гулять по узким улочкам тут одно удовольствие. Нас особенно удивила детская площадка. Стоит на ней неподалеку загадочный исторический экспонат. И мы решили зайти посмотреть, что же это за экспонат. Конечно, заходим. Да, вот. Как положено. И детская площадочка. Вот вам и деревня. На самом деле деревня есть тракторочки, люди работают, что-то сажают. Дальше нам попалась очень необычная инсталляция у дороги, скульптура под названием Иладора. Это не просто памятник, а символ магии, ведь придение всегда считалось таинством. Здесь, как написано, те, кто придут нити, совершают особое волшебство. Из шерсти рождается живая нить. Конечно, шерстяная фабрика была во Вьелье, но все равно встретить такое в пути невероятно интересно. А мы движемся дальше. Мы знаем, что в этой деревне есть музей, куда стоит заглянуть. А еще оказалось, что прямо сейчас в этой деревне проходит конкурс на самый красивый дом. Как людям украсить свои деревни, свои дома. Вот видите, мы здесь случайно на остановке прочитали, что здесь проводится 4-й конкурс самого красивого дома, декорации на самый красивый дом. Поэтому люди здесь украшают разными такими всякими мулечками, ставят цветочки, придумывают что-то, занавесочки, то есть как-то декорируют. И вот тут вот все расписано: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, видимо, как это премия вот этого конкурса. То есть для того, чтобы в деревне процветали или города, для того, чтобы мотивировать людей, можно проводить разные конкурсы. И тогда люди будут сами украшать свои дома. Вот пример. Не маленький. Я знаю, что вот в Аликанте там на флористику, да, вот когда цветы собирают, там премии по 1800, по 5000 евро. Ну вот тут можно прочитать, но я думаю, что тут на аранском языке что-то я не все понимаю. Так, водостоки, видишь, как организовали? Да, зимой под лесенкой. Забавно. Вот так деревня вся обихожена, отреставрирована. Здесь даже какая-то площадь, видимо, центральная, с шатром, где проходят разные концерты, видимо, вот сцена. Кстати, все жители используют, у них у всех есть машины, то есть транспорт такой. Есть, да, проходим, потому что здесь снега зимой, поэтому полноприводные машины, да, хорошие. И дома, вы видите, дома, значит, с цветами, с красивыми ставнями. Они реставрируют. Мы ответили на вопрос, почему цветы и кто украшает. Ну, а почему чисто, мы тоже уже показывали, что здесь запрещено гадить. Здесь нужно убирать за собаками, и штраф везде от 50 евро мульта до 120 в каждой деревеньке, и даже в горах тоже просят убирать за своими животными. Вот как-то так. Вот видите, на конкурс, наверное, ремонтирует свой дом. Можно даже почитать книгу. Ты видела когда-нибудь железную книгу? Нет, не видела. 13-й год. Не видела, но тут тоже такая библиотечка якобы. Ну вот церковь. Мужичок там реставрирует что-то. Я думаю, да. Реставрированная, да. Но вообще нам гид говорил, что здесь в основном по всем деревням Пиренеев, вот это ущелье Аран, здесь 12 век постройки всех церквей в романском стиле. А дальше они уже там достраивались, перестраивались, реставрировались. Угу. Колокол.
написано, что 1832 год. То есть мы можем предположить, что там люди мыли ручки, там личико пили, поили скот. А здесь стирали, женщины приходили вот так по стирушке какие-то. Вода протоком текла, утекала. И не портила никакую экологию, ничего. Вот такая вот деревня. Ну и, конечно же, в каждой деревне своя библиотека. Мы вам уже показывали в этом ролике одну деревню с книгами. И здесь тоже есть книги, которые можно взять, почитать аккуратненько и поставить на место. Или принести свои. А так как в каждой деревне есть еще апартаменты, которые сдаются, или отель, может быть, мини-отель, то туристы могут всегда воспользоваться. Также здесь ездят на велосипедах, то есть велотуристы. Они могут всегда остановиться, попить в барчике чего-то, поесть, почитать, умыться, попить, набрать свежей воды, зайти в музей, а может быть даже переночевать. Дальше мы заглянули в эко-музей, и это не просто музей, а целая старая семейная усадьба. Жилой дом, двор, хлев, сад – все как в традиционной аранской семье. Этот дом, ставший музеем, помогает ощутить, как жили поколения в этой глухой долине. Функционирует он с 1996 года и расположен в традиционном аранском доме с закрытым внутренним двориком, вокруг которого расположены жилые помещения, хлева, фруктовый сад и огород. Первый известный владелец Хуан Аунос, семья которого жила в усадьбе без перерыва в течение 10 поколений вплоть до 1960-х годов. Это была зажиточная фермерская семья, занимавшая заметное социальное и политическое положение в сообществе Аран. Смотрите, друзья, мы только что вышли из этой деревни, и здесь древняя печь для обжигания извести. Здесь подвозили дрова, растапливали вот туда вот, и туда клали вот эти вот камни известняка. Вот такой вот факт. Сейчас мы с вами приехали в самую высокую деревню в Аранском ущелье, которая находится на высоте 1419 метров. Здесь 107 тысяч жителей. Это 107 всего. А сейчас мы с вами приехали в следующую деревню. Она находится на высоте 1419 метров. Это самая высокая точка, в смысле, самая высокая деревня в ущелье Аран. В ней всего 107 человек. И предлагаю пройтись по этой деревне. А за моей спиной открываются шикарные виды прямо со стоянки, где вы оставляете свой автомобиль. Здесь всегда возможность полюбоваться вот на эти замечательные красивые горы. В каждой деревне ущелья Аран есть свои достопримечательности. Есть и в этой деревне. Например, Алексей? Здесь самая известная кисерия, которая славится в этом регионе. Мы в прошлом году в ней были, познакомились с владельцем, попробовали сыр. Это просто неповторимое. Нужно приехать и попробовать. А для тех, кто не знает, что такое кисерия, на русский язык это переводится... А вы смотрите видео дальше, и вы узнаете. Да, пойдемте с нами, вы узнаете, что это такое. Вход в деревню начинается вот так красиво. Как всегда, наверное, администрация любой деревеньки в Пиренеях украшает все живыми цветами. Постройки идут из камня. Подтверждение 1419 метров. Рядом на центральной площади находится ресторан. Рядом вот с этой замечательной церковью. Ну, а растения вы видите. Шикарные гортензии и прочие
красивые цветоники. Карта этого города, которая показывает, что здесь действительно есть пешеходные маршруты в горы и веломаршруты в горы. Видишь, вода есть, родник, Да. кафешки. Да, отели, музей, Кисерии. музей, кисерия, кафешки, церковь, маршруты. Много всего интересного. Вот такой очередной Пуэбло в горах. Как церковь, ну, так и делают. 11 век, да. Вот. Иглесия, 11-12 век. Перестроена, модернизирована 17-18. Вот так. Реплика креста, который в Барселоне, видишь, сейчас? Да? Романский еще крест. Это Интересно. Ой, как тут прохладно. И чувствуется веяние старины. что, камни такие холодные. Такой звук. Пожалуйста, как холодильник. Ну, что-то холодно здесь. Вход у нас был бесплатный, но здесь есть ящичек для донатов. Можно оставлять. А можно по Bizum переслать донатики. Ну, для тех, кто желает дать пожертвования. Ух ты. Да. Не сохранилось. Нет. Реставрировали. Да. Ну, в качестве истории, познания. Очень даже интересно. Ну вот и в каждой деревушке есть свои музеи. Сейчас вот этот музей закрыт, написано, но это музей этнографический, потому что, ну, может быть, время не то или день не тот, ну, не суть. Во всяком случае, вот в деревне есть музей. Видишь, там какие-то шипы и дырочки. Хорошо, у входа в музей, вот на такой табличке с изображением лошади, Оранжево-белые. висит какая-то штучка, дрючка. Непонятно что. Кто знает, пишите, что это такое. Вопрос знатокам. Очень заинтересовало. Да. Что это? Вот такой музей на такой красивой улочке. Ну да, то есть тут показан, наверное, домик, дворик, быт. Какие-то есть фотографии старые, как выглядела эта деревушка. Может, какая-то утварь, мебель, чем занимались. Вот как раз вот в этнографических музеях можно хорошо понять, чем занимались местные жители раньше, в каждом веке, что они делали. Ну, понятно, что они обрабатывали землю, разводили скот, производили, может быть, там какие-то пекли хлеб, производили, может быть, сыр, что-то такое. Может, собирали мед. То есть, ну вот, в каждой деревне есть свои прелести. В этой есть музей. А вот и та кисерия, в которой что-то продают интересное. Изюминка этой деревни. Опять все красиво, все в цветах. Тут по-французски читает, я сам почитаю, что это. Но это французская кисерия, да? То есть я помню, нам рассказывали, что это семья из Франции открыли вот эту красоту. Объект открыто. О, какая красота. Какие садики, дворики. Что вы не заходите? Заходите. Вот она такая кисерия. То есть, как вы поняли, здесь продают сыр. Здесь делают и продают сыр. Сыроварня. Ой, какая красота. Сыр зреет. А вот там зреет сыр. Pues aquí continuamos. Sí. Pues Carlos. Мы зашли в кисерию. Что мы там купили? Ну что, купили, как обычно, сыр здесь. Ну, надо было, конечно, там лучше показать. Это квадратный сыр, который хранится очень долго. Вообще без холодильника. А вот этот
сыр кремоса, который можно перевозить с собой. Он мягкий сыр, но хранится тоже очень долго. Почему тебя там узнали? А меня узнали, потому что год назад мы сфотографировались с одним из Карлосом, да, из работников, и разместили Google Maps. Да, Карл сейчас в Барселоне, Вот. но Так что вот его заходите в Google компания- Maps, и там будет новое фото с Да, новым, да. с новым Да. владельцем. Опять же, в деревне есть туалет. Ну да, с туалетной бумажкой, городской, пахнет приятно. Придется посетить, хоть и не хочу. В каждой деревне в Пиренеях. Смотрите, вот сюда. Я снимаю. Здесь течет вода, спускается она кнопочкой, и здесь тоже нажимается кнопочка для того, чтобы потекла вода и помыть руки. 1420 Есть метров. ёршик, туалетная бумага. В общем, все есть. Полный сервис. Да, слушай, запах приятный, апельсинами. Запах приятно. Вот так вот туалеты. Чистенький, аккуратненький. На парковке. Никаких ям. И с водой. И сейчас мы движемся еще в одну очень интересную деревню. Ну, я вижу уже тоже церковь. Кстати, тут знак стоит, что если гололед, то надо цепи надевать. Да, видимо, высокогорье. Домики такие. 1580 год. Явно его реставрируют. Куда нам ехать? Ну, вот это вот уже не Ну, мы припарковались в эту деревушку. Ну, сразу, что бросается в глаза, зарядная станция одна. И там еще 3. То есть все это вокруг гор. Ну, сейчас мы пройдем, вам просто покажем небольшую. Здесь тоже 100, по-моему, 36 жителей. И самое прикольное, что в каждой деревушке есть вот такие вот большие парковки. То есть горное село, чтобы было возможность разместить свои автомобили, делают вот такие вот парковки. Опять же, в этой деревушке есть свои развлечения. Здесь высокая гора, скала, и сюда собираются альпинисты для подъема. Здесь маршрут до самого. показаны маршруты, да. То есть мы находимся где-то вот здесь, вот, то есть можно добраться, подняться вверх и дойти до высоты 1950 метров. Тоже красотища такая, везде цветы. И, кстати, я обратила внимание, что везде есть рестораны, это деревушки, хостелы и отели. И хостел. Обязательно. Да, и хостел точно. Действительно, рестораны здесь очень красивые, все в цветах. Правда, часто они бывают закрыты. Ну, потому что сейчас время, они, наверное, откроются часов в 7. Это главная площадь. И здесь как раз выезд из села, из этой деревушки. То есть там узкий проезд, и они сделали такое вот движение. Ой, тут тоже есть музей. Кстати, то, что здесь выпадает снег, мы везде видим вот такие таблички. Агуа потабле, это значит питьевая вода, насколько я знаю. А агуа, но хлорада, то есть она не хлорированная, она идет с гор. Она идет проточная. Но мы показывали уже, наверное, не в первой деревне, поэтому все уже все знают. Что же это такое пристроено? Холодильник или комната? Кто знает. Надо местных спрашивать. А я думаю, что это все-таки холодильное что-то. В каждой деревне свой музей. Здесь тоже музейчик. Очень интересно. Стиль домостроения одинаковый. Камень. Горная местность. Ну, везде все, да. Местный какой-то музей. Ну да. Кстати, деревушки находятся не так далеко от себя, друг от друга. То есть вот от этой
деревни до вот этой всего лишь 2 километра по дороге мы проехали. Здесь у нас 107 жителей. Причем мне казалось, что она немножко побольше. А здесь 136 жителей проживает. Ниже, наверное, теплее. Только что был колокольный звон. Да. Немножко элемент средних веков. Солнце в глазах. Какой-то, наверное, известный ресторан на главной улице предлагает тоже меню дель диа. 23 евро, 16,50 для детей. Ну, цены, конечно, повыше, потому что все-таки высокогорье. Не знаю, видно будет или нет, но мы видим в бинокль альпинистов. Где-то вот здесь вот они поднимаются вверх. Не знаю, на экране не видно, не знаю, будет видно на телевизоре. Посмотрим. Ну что, друзья, очередная маленькая деревушка, совсем маленькая деревушка. Жители сейчас я скажу. Но представляете, паркинг. И здесь написано, что 1 час бесплатно. И для того, чтобы вас не оштрафовали, не забывайте нажимать на зеленую кнопочку. И взять такой вот такой вот билетик, который вылезет сейчас. Ну, должен вылезть. Вот. И положить на лобовое стекло своему автомобилю. Потому что если вы это не сделаете, даже если что написано бесплатно, у вас будет штраф. Обязательно кладите. Да. Численность мы посмотрели только что 263 человека на 2024 год. Все деревушки очень красивые. Кстати, эта деревня тоже входит в число самых красивых деревень Испании. Ну, вы видите тоже, дети играют, детская площадка, знаки, разметка. Кстати, вот на этом плакате показано как раз Лос Пуэблос, Мас Бонитос де Испания. Гарос, пожалуйста, добро пожаловать. То есть одно из тех деревушек или побладосов, которые входят в самые красивые в Испании. А сверху мы видим, наступают облака, опускаются к вечеру. И, возможно, пойдет дождь. Хотя сейчас светит солнце. Город как будто бы вымер. Может быть, поздно. Ну, или деревня, да. Но может быть из-за того, что... Нет, здесь очень много отелей и ресторан, даже есть перуанской кухни. Вот, туда-то мы и зайдем. Причем есть еще разные места, трехзвездочные отели с лучшими оценками. Ничего себе. Ну, вот я вижу, что ставни впереди все закрыты. Такое ощущение, что люди здесь приезжают только в сезон, либо, может быть, в горнолыжный даже сезон. Это вот все улицы деревни. Кстати, на Теслах ездят местные жители. А у вас как? Очень красиво. Ну
Ну что ж, дорогие друзья, наверное, в этом путешествии эта деревня будет крайняя, которую мы посмотрим, но она оставляет вообще самое фантастическое впечатление, наилучшее впечатление. Потому что посмотрите, что у нас под ногами. Булыжнички, но они так аккуратно уложены, что тут не упадешь, даже если пойдешь в каких-то босоножках или туфлях. Посмотрите, как красиво, цветы кругом, дома отреставрированы. Я не знаю, что здесь было 10, 20, 30 лет назад, но надеюсь, что здесь было тоже не менее фантастично, не менее красиво. Наверное, здесь много сдается апартаментов, а может быть, это дома жителей, непонятно, но очень много цветов. И вот все деревни, которые на протяжении нашего отпуска мы посещали, они все поражают чистотой, красотой, ухоженностью и, конечно же, цветами. То есть настолько здесь, видимо, понимают, что это туристические места, которые посещают много туристов, в том числе и из Франции, что они вот так вот стараются привлекать нас и дальше. Мы этого не видели на территории вот этой всей Испании нигде, наверное, да? То есть ни Астурия не сравнится, ни Галисия, ни страна басков, хотя каждый имеет свою красоту, безусловно, свои фишки, свои какие-то изюминки. Каждый нас чем-то поражал, но вот такого даже во Франции мы, наверное, не видели. Просто вот пиренейские деревни, вот эти, которые мы посетили, это, наверное, действительно самые красивые деревни в Испании. Посмотрите, это просто сказка. Слышатся голоса. Посмотрите, какие домики. И все это на фоне больших вот таких высоких гор. Люди обогреваются газом, как Алексей мне подсказывает, на каждом доме. Если это деревня, вот это площадь, гигант, гигант, я не знаю, большая площадь называется. Да, все обшито камнем, выполнено, видимо, настолько надежно и тепло. Улицы такие чуть ли не линейные, такие в разные стороны. Местные жители ездят на машинах, причем это не образцово-показательная деревня, это не то, что здесь вот построено искусственным образом как-то, и здесь не живут люди, люди здесь живут, чем-то занимаются, ходят на работу, учатся. Я хотела вам показать на карте, насколько она маленькая. Вот эта деревушечка. Деревушечка. Просто в окружении гор. Вот она маленькая. А приблизить, сколько там домов? Вот улицы у них почему Угу. в разные стороны. То есть нам куда-то надо в центр. Видимо, да. Смотри, пушка. Высота 1125. Да. Вот эта деревушка. Гарос, который находится на реке Гарона. Как всегда, здесь есть туристические прогулочные маршруты. Пасутся анималисы. На велосипеде можно. Парковка, где мы оставили машину, соответственно. Мы где-то вот в этой зоне, да? Вот здесь. Вот мы. И вот там у них, как обычно, в каждой деревне есть своя церквушка. Ну, отели, рестораны, бары, я уже это молчу. 4 звезды, между прочим. Туристики. Вот они сдаются. 4 ключика.
Вот такие они самые красивые деревни в Испании. Атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова. Если вам понравилось это путешествие, поддержите лайком, подпишитесь на наш канал и напишите в комментариях, в какой деревне вы мечтаете побывать. А впереди нас ждут новые открытия по самым удивительным уголкам Испании.